около общежития вот такой кусок хлеба валяется. Вот такого круглого. Это выплатил. Ты уже 4 месяца не была на улице. Какое общежитие? А я видела из окна. Хлеб ты видела? Ну да. Вышла женщина и взяла вот такой вот круглый с двумя полосками. Не знаю, это какое зрение надо, чтобы... Вы не видите, он шел на табуретке перед вами. А хлеб увидели с балкона. У вас, я говорю, галлюцинации сегодня начались серьезно. Мерещится вам то печенье, то хлеб. Сейчас же поела хорошо. Веронька, ты можешь повторить это? Так и пересесть. Так и пересесть. Могу повторить. Встать и пересесть. Это И самая еще. простая формула у тебя. И еще. Так и пересесть на кровать. На вот, я не знаю, это колонку он включит. На вот тебе сзади. Зачем колонка? Запись номер 7. Запись номер 6. Упражнение для развития кардио. Запись номер 7. Что надо сделать для того, чтобы покакать? Или сходить по государственным делам. Это еще называется сходить по ГОС. Нет, я тебе дал правильно. Держи, как я тебе дал. Для того, чтобы встать с кровати, надо опустить ноги вниз и толкать себя локтями. Это упражнение 8. Оно является укороченным вариантом. Как сесть на стульчак. Вот. Надо снять крышку. Встать на ноги. Неправильно. Снять штаны. Повернуться. Сесть на стульчак. Подвесить. Минус нажми. Упражнение номер 9. Это универсальная самая короткая формула. Как сесть на стульчак. Открыть крышку горшка. Минус нажми. На ощупь. Это упражнение 8. Вот. Оно является укороченным вариантом. Как сесть на стульчак. Надо снять крышку. Встать на ноги. Паузу ставь, чтобы... Снять штаны. Повернуться. Не ту кнопку жмешь. Запись номер 7. Запись номер 6. Упражнение для развития координат. По оценкам людей в Казахстане проживает 21 тысяча уроженцев Молдовы. Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Бакаев отправил в отставку своего предшественника Нурсултана Назарбаева с поста пожизненного главы Совета Безопасности. Сам занял эту должность и пообещал жестко бороться с протестами, которые охватили страну из-за экономических и социальных проблем. Ну что, ты будешь эти делать или нет? Да что ты сидишь у меня на голове, я же делаю. Агиазма, что ты делаешь? Ты не катаешь, ничего. Перекатываю. Где ты перекатываешь? Ну вот. Ты то щенка увидела, то какой-то этот Бутылку. стакан из-под сметаны. Вот на. Ямый козел такой. Это же вредная баба, ну, женщина. Все ей мерещится что-то. Галюники.
Куда ты развернулась? На кухню едь, говорю. Где кухня? Где коридор, покажи. Где входная дверь? Вон там, конце. Там на балкон дверь. Только что я тебя оттуда забрал. Не туда ты идешь. Иди сюда. Вот я стою в коридоре. Куда ты собираешься? Куда ты, где я стою, покажи. Вот и Вот иди сюда. зараза. Смотри, еще будет это Не знаю. агрессивничать. Табуретку неправильно взяла. Почему неправильно? Это к коленям социалисты. Сейчас неправильно. Сейчас правильно, давай иди. Нет, Сейчас правильно иди уже, все, хватит нет. да нет, живет. Иди, говорю, сейчас правильно уже. Ну все время, все против. 180 градусов, давай, выползай. Юра, ну неправильно же. Неправильно это у тебя было, неправильно. Сейчас правильно. Ой, ой, Давай, чтобы сходила хоть по государственному, разрабатывай. ой, не могу. Другого варианта нет. Уже пятый день, пятые сутки, это ты, Не пятый, ну четвертый, я не знаю, 1 числа ты была, второго. сегодня 5. Какие муравьи ползают? Что А ты вот тут один вроде побежал. побежал? У нас моль летает, я он пойму. Да. А муравьи уже что-то не ползают. Да. Да вот. Господи, я не пойму. Не надо туда совать, не надо. А куда же надо Ну совать? вот здесь ты где, вот зачем ты нарвала его? Да. Тут ты сидишь, и тебе если нос течет, так ты вытираешь сразу. И кашель. Вот я тут поставил, вот он. Вот он. Рвет его, рвет его, рвет. Не я его рву. А кто? Куда ты его суешь опять? Давай толки. Фасоль. Тут, а мы не сполоснули. Что он говорит? А что мы? Пасть порву моргала.
Хорошо, вот она лежит. Вышла, говорю, наконец, с общими усилиями. Что 5 суток держала. Так же и гонял тебя, и это, и вещала ты, и не хотела, и сопротивлялась. Ну, видишь, помогло в результате. Сколько же можно было терпеть. Сколько раньше больше, когда у тебя был боль? И что, ты и неделями, что ли, не ходила? Наверное. То у вас как у инопланетянина какой-то организм получается. Инопланетный. И как определить, кто на своем месте, а кто не на своем месте? Сразу, чтобы сразу же непонятно, у кого дела идут. Тут же все связано, хитро переплетено. Так, а где же эти? Где же толкушка? Вот она стоит, твоя толкушка. Не вижу. Не вижу. Вот она стоит, я еще раз показал. Вот вы плохо же выполняете. Что с вами делаете? Но вы, правда, и не руководитель государственными должностями. Не руководили. Так в том-то и дело, что есть одни способные, другие нет. И поэтому надо их сортировать. Ну, вообще, да, это каждому по способности. Но если, он же говорит, как выявить способности. Это же надо призвание, это надо понять, к чему ты призван и, как он говорит, жизненный. У кого есть призвание, тот не пропадет. Жизненное задание, как этот Белковский. Жизненное задание у каждого. Надо его только найти. Остался вопрос, как его найти. Куда человека пристроить, чтобы он расцвел, так сказать. Но это тоже неправильно, потому что не все обладают умом в том количестве, что как называться человеком в том плане, что у тебя как вот здоровье. У одних есть, других нет. У большинства может нет. Такое здоровье, такое и ум должен быть. Правда, есть, видишь, больные люди, но с хорошим умом. Видно, тут много сочетаний. Всегда, видишь, бинарное. Это бывает так, что встретится человек, а бывает, что нет. Угу. На этом посту и вообще по жизни. Ну, видишь, кому приходит в голову идеи, тот может что-то из себя представлять. Но идеи, видишь, не всегда правильные. А сразу определить нельзя, где ошибка. А вот надо. Ну а кто это будет делать? И кто будет их смещать? Кто? Они же, я же говорю, все родственники, все знакомые, все это сложно переплетены. Ну, есть свои, конечно, игры, там эти кланы. Вот. Вон как Смотри, чуть не упал. были эти татаро-монголы, так их потом и сами они поделились внутри, как вирусы, понимаешь? Пришел другой вирус, этот Токтамыш, и задавил этих татаро-монгол, а он сам то ли казах, то ли. В общем, как омикрон пришел, и дельта вариант уже, якобы они ждут, что этот омикрон задавит. Так и политики, видимо. Все, наверное. Да? Раисе Максимовне исполнилось бы 90 лет. Любимой супруге первого и последнего президента Союза Михаила Горбачева. Уроженка глухой провинции, она знала иностранные языки и неизменно сопровождала высокопоставленного мужа в зарубежных поездках.
Как поговаривали, Раиса имела особое влияние на своего супруга. Поклонники считали ее эталоном советской женщины, недоброжелатели капризной барыни, пользующей привилегием Горбачева. Жень единственная первая леди, которая знает советскую любимую материале и не первую. Ну да, точно, она как видела Виталика. Модница. Ну что, нормально? Нормально, сладко. А. Я вам 3 печенья могу зараз. А яблоко? Еще да? На потом заешь, потому что печенье забивает, а яблоко может почистить. Вот, очистил. Вот это еще. А вот это Рихард вроде. Вроде Рихард. Нет? А, бордовая, да? Но не такое, там еще несколько разновидностей. Это не такое. Ну да, это средний. Вкусности. Что там ойкаешь? Вот твое яблоко. Уже 12 скоро, ты знаешь? Да. С 10. Вот, отлично. Завтра уже настоится. Можно будет есть. Уровне прямо митохондрий клеток. Значит, Q10, пожалуйста, у нас Куписан, известный препарат, да, который кардиологи очень любят его назначать. Перед тем, как вы назовете еще один медицинский препарат, у меня вот возникает Это вопрос. биоактивные добавки. Да, добавки. Я, тем не менее, вот задам вам вопрос. Смотрите, вот для себя даже я, ну, что-то благодаря вам, что сейчас я уже стал написал. Это от Микояна до Мамиконяна. Про еду передачу. Сейчас вот. Помните, он был врач, и все время ничего другого у меня. Продукты пчеловодства и адаптоген. Но когда вы сказали лектор Акук, я специально для наших слушателей ваши же слова повторю, что здесь нужно быть очень ограниченным. Противопоказания есть, гипертоническая болезнь, аритмия, давление повышенное. Ламинарий, говорит, надо для мозговой деятельности. Пустырничек у нас есть в этом, в резерве с вами. Вот вербитол наш любимый, как реабилитационный, обязательно используем. Помним, что у нас фитонциды и специи. Обязательно в еду добавляем, подбираем их. Поэтому вот таким образом, и очень важно, вот я хотела еще раз... Эту тему поднимали. Альбина, я понял, что вы сейчас назовете еще десяток препаратов, которые мне обязательно, или наши слушатели захочется использовать, но никто этого не запомнит, поэтому давайте ограничимся на этом этапе сегодня. Вот данная информация. Я благодарю Альбину Валерьевну Симонову, доктор медицинских наук, профессора-иммунолога, кафедры семейной медицины МАНИКИ, за участие в программу. Программу провел Валерий Санфиров. Всего доброго, будьте здоровы, до свидания. До свидания. Так, сегодня матери температура поднялась 37,7. Заварил я ей зизифус с добавлением, давал ромашку до этого, потому что уже это второй день у нее, была вчера 37,3. Зизифус с корневищами девисила и заварил шиповник с корнями солодки. Вот, и добавил вот это зизифус. Еще
лимон вот этот настоявшийся. Вот сейчас это зизифус с лимоном и с девисилом. И также сковородку поставили. Давай, зизифус с лимоном и с девисилом. Вот сковородка-то. Так, смотри, не вылей опять. Держи вот это, вот я ж тебе показываю где, вот, да. О, сладко. Ну, сладкий я добавил туда лимона. Все, забираю я сковородку-то. Такая же была температура 3.10 у тебя. На сегодня 7.01.22. Ну что, вкусная или нет? Ну, как малина, ну. Как малина? Но хуже, вот прям сам стоит давно. Кто? Малина. Да это не малина, это зизифус с девисилом и с лимоном. Ну тебе надо больше. Зачем оно мне это? А? Зачем оно мне тогда надо? Ты хочешь малину? Ну потом малину. Ничего не хочу. Горьковатая уже. Ну это девисил, потому что там он горьковатый. Еще корни солодки заварил, но это на следующий заход тебе. Хватит. Зачем мне столько? Ну а что, у тебя же кашель, у тебя же температура. Ой. Вчера 37,3, а сегодня, видишь, подняла. Думал, что с утра у тебя будет и была поменьше, голова не такая. А сейчас смотрю, глазки так маслянистые такие стали. Как мне теперь пользоваться этим весами, не весами? Какими весами? Ну, не весами, а обеспечением по. Это она тебе говорила, Тамара это. Вчера тебе Валя это Яковлевась, потом сегодня Тамара Маркедонова приснилась. Ладно, я съезжу, наверное, в магазин, пока будешь отдыхать. Ну что, 9 сейчас включаем. Это, померяем температуру. Хранителям органам и армии приказ открывать огонь на поражение без предупреждения по террористам, участвующим в беспорядках в стране. В сегодняшнем телеобращении к нации он заявил, что только лишь на Мерили в 6 часов, когда я приехал, было 38. Государство в том, что они Его. проспали подготовку нападения. В отдельном заявлении Министерство внутренних дел Казахстана сообщило, что 26 участников протестов были застрелены, более 3000 Потом арестованы. хорошо Также, по поужинали. данным министерства, с начала протестов Попили погибли еще 18 отвар. полицейских и членов национальной гвардии. Напомним, протесты в Казахстане вспыхнули в воскресенье на западе страны после повышения цен на газ и распространились на экономическую столицу Алматы, где демонстрации переросли в восстание. Я думаю, у тебя уже несколько дней Правительство Казахстана, Российская Федерация направила туда и вот это кашель, служащих вот в это рамках постоянно. разворачивания коллективных миротворческих сил Ну и армии сопли были. договора о Он у тебя и не коллективной сухой же безопасности. получается, Соединенные Штаты Америки влажный. в четверг
предупредили российские войска в Сопли, да? Казахстане и власти страны о Сопли необходимости были, соблюдать это тоже? права человека и не Да. способствовать дестабилизации ситуации. ФРГ, Франция и Евросоюз также призвали сегодня стороны конфликта к сдержанности и благоразумию. Министры иностранных дел стран Североатлантического альянса на сегодняшней встрече в формате видеоконференции выработали Что сегодня уж? сепаратистов на востоке Сегодня уж Украины, есть. сообщила Associated Press. Москва отвергает обвинение в том, что она готовит вторжение в Украину, и вместо этого обвиняет Киев в продвижении войск к региону Донбасса, который контролируется пророссийскими сепаратистами. На сегодняшний день, по оценкам организации Объединенных Наций, в конфликте на востоке Украины погибло более 13 тысяч человек. Переговоры между российскими и американскими пилотами ветер юго-восточный умеренный, температура воздуха ночью -2, -7, завтра днем -1, +4. Сегодня короткие, потому что 7 января Рождество. Я сегодня, когда поехал, никого на улицах, машин нету. Даже удивительно, я сначала не понял, в чем дело. Хорошо разъехались эти гости столицы. Что, дать еще, может, я это отвар? Где? Это пить не хочется или вообще? Мало пьешь, надо пить больше жидкости. Яблоко есть тоже. Ну поела ты хорошо.